Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Когда мы снимали видео, посвященное двум важным компонентам, подкормкам, и особенно вот кальций и бор, я увидела, что у нас вот такой процесс. Вот на нижнем уровне, вот здесь у входа томаты сильно жарко, и они первые получают с южной стороны солнца. И вот еще один помидор, это у нас появилась вершинная гниль. Но я ее остановила. А остановила, я вам рассказывала, это сразу же надо было. В один вечер я обработала раствором кальция, а второй вечер бор. И мы остановили этот процесс, и дальше идет нормальное развитие томата. Вот он, этот же кустик, дальше развивается, наливается вот этот куст вот таким образом. И я сегодня отвечаю на вопрос снова же о кальции. Почему? Потому что снова же пошли вопросы. И вопросы пишут мне письма так. Мы вот использовали комплексные удобрения. Ну вот комплексное удобрение, я таким образом его рисую, чтобы показать. Да, очень много здесь элементов питания. Здесь, в листиках, в плодах. Очень много важных элементов питания. Но они расходуются. И если чего-то нету, то, естественно, начинаются проблемы. Само растение сразу же реагирует на это. В сельхозвузах учат этой теме по элементам питания для растений. Вот такой пример называют закон Либиха. Вот эта бочка рисуется, и если в бочке вот нету одной кусочка, вот одной части, то, естественно, растение, не получая вот этого элемента питания, в данном случае мы говорим о кальции. Если не будет кальция, вот мы получим вот такие томаты. Мало того, дальше развиваться не будет растение, верхушка поникнет. И вот пишут мне, мы использовали комплексное удобрение, а почему-то результата у нас нет. А почему? Что случилось? А вот эта часть бочки, которой нету, это кальций и бор. И да, они есть в комплексном удобрении, но не в том количестве, которое нужно для того, чтобы растение получило нужный комплекс питания. Я вот нарисовала. Видите, подготовила хорошо, чтобы наочно еще показать вам. Потому что вот видишь растение, как будто бы непонятно, что же это с ним происходит. Вот смотрите, вы скажете, что мы использовали при подкормках, при посадке еще, вот мы, кстати, тоже при посадке трифосфат кальция использовали. Это мел. И в корневой области, вот этом пространстве корней в почве, это было у нас. Естественно, растение его использовало для формирования, при формировании кальций шел для наращивания корневой системы. Это один из элементов питания, их много, но вот есть здесь вот этот кальций, и он был использован. Далее вот этот первый уровень, листья у нас формировались, и даже первая гроздь, мы уже первую гроздь здесь собрали. Вот на первую гроздь хватило этого кальция. Вот это я рисую уже сама его для себя, вот я, чтобы понять. Вот этот первый уровень, тот кальций, который мы использовали, трикальций-фосфат, мы его уже отдали, растение его съело и образовало листья, плоды, цветы, все. А дальше, если не работать, дальше появляется вот этот дефицит, 0 кальция. Кальция нету. И если даже сюда под корень кальций давать, а ничего не получится, потому что этот момент очень важный, нужно понять, что кальций, вот если он здесь, в вторых листьях накопился, здесь он и останется, такая особенность кальция. А дальше вот идет у нас следующий уровень, второй уровень, третий уровень, вот на растении третий, четвертый уровень, вот дальше развивается растение, но здесь уже нету возможности растению достать или перебросить из нижней части в верхнюю часть вот этот важный элемент питания. Получается, что у нас в начальной стадии было достаточно кальция, листья образовывались до момента резкой смены температуры. Это вот проблема не только в теплице, но и на улице, потому что мне пишут авторы, те, кто выращивает и на улице помидоры. И вот началась резкая смена температуры, и начались проблемы. Растение не может при этой температуре перераспределять кальций, это первое, но и его нету, потому что уже растение использовало. Поэтому дефицит вот кальция приводит к появлению вот такого опасного заболевания, как вершинная гниль. Кальций и бор
мы еще будем говорить о боре обязательно. Вот кальций нам очень нужен для того, чтобы активизировать вот это протекание ферментных реакций, которые происходят в каждой клеточке. И в каждой клеточке кальций повышает подвижность нитратов, влияет на углеродный и азотный обмены растений, и он нужен в период активного роста надземных органов и корневой системы. Вот надземные, у нас корневая уже практически сформированная, но все равно будет продолжать формироваться, и, потому что питание в почве всей теплицы есть, но и у вас тоже в огороде. Поэтому вот надземная часть сейчас очень требует, она активно растет и требует кальция. И он и кальций находятся в свободном состоянии. И поэтому кальций нужен для образования также нуклеиновых кислот. На клеточном уровне кальций принимает участие в построении мембраны. И вместе с кальцием мы, естественно, еще после кальция используем бор. И вот эти элементы питания, бор совместно с кальцием, влияет на формирование стенок клеток, стенки клеточек. При этом именно бор воздействует на поглощение кальция и обеспечивает сбалансированность питания растения кальцием. Кальций и бор регулируют процессы опыления и углеродные, белковые обмены и стимулируют синтез фитогормонов. Это очень важно понять. Вот в каждой клеточке проходят вот эти все важные процессы, и без этих элементов питания после вы первый вечер обработали бором, второй вечер обязательно обрабатываем кальцием. Или первый кальций-бор, потому что они совместно работают. Они совместно вот формируют вот эти все части, и листья, и побеги, и все части растений. И смотрите, если дальше мы не будем работать с нашими растениями, то есть не будет подкормки. Вот сейчас вот уже мы обработали, допустим, почему, спрашиваете меня, почему нужно каждые 2 недели. Но вот где-то в сутки 10-15 сантиметров нарастает вот побег. В огурцов вот 15 сантиметров. Здесь тоже нарастает побег. Вот смотрите, если не дать вот это питание, не дать им кальций, то здесь уже не будут формироваться плоды. Естественно, паникает вот эта верхушка, нету развития, останавливается развитие, не оплодотворяются вот эти процессы, не идут по бору. И еще по бору им нужно будет обязательно ответить на ваши вопросы. Но вот они должны вместе работать. И когда они работают вместе, вот эта дырка в бочке закрывается. Еще раз к ней возвращаю. И вот эти процессы мы обязательно проводим с вами постоянно. Ну, это, кстати, до момента, когда уже до верха, нам приходится до конца лета вот эти подкормочки делать. У нас органический бор, органический кальций. Вот. И вот это формирование, вот идет формирование, и мы им помогаем. Вот здесь кальция нету, с нижних листьев кальций не придет. А этот кальций мы ему поставляем, вот этому растению, с помощью внекорневых обработок. Что такое внекорневая обработка? Это по листьям, это подкормка по листьям. Это обязательно. Почему? Если мы по нижним листьям будем обрабатывать, то, естественно, этот кальций не придет в верхние части листьев. Нужно постоянно вот нарастает и снова опрыскивать. Ну вот, смотрите, еще чуть-чуть вот дальше, да, у нас был форт здесь. Я просто хочу снова же показать еще раз. Вот мы уже скоро листья снова будем обрезать. Вот, смотрите, вот, оно начинается... Снизу сформировались и пошли вверх, пошли вверх. И вот если не будет кальция, а затем и бора, то эти плоды не будут наливаться, не будут расти. Вот я еще раз вот показываю. И дальше, вы смотрите, какая высота. И вот здесь уже я вижу, что уже надо в ближайшие дни обязательно снова же сделать подкормку кальцием и бором. Потому что вот эта высота уже, высота выше нас. Вот высота вот этой нашей теплицы, я имею в виду вот этой конструкции, уже вот нужно будет обязательно для этих томатов уже не хватает кальция, не хватает бора, и нужно будет обязательно проводить по верхней части подкормочку.
Причем, напоминаю, если нет у вас такого кальция, как у нас, органического, если есть такой кальций, как у нас, 15 миллилитров на 10 литров воды, не больше. А если кальциевая селитра, 10 граммов на 10 литров воды. Опрыскивайте поздно вечером. И вот эту часть, всю верхнюю, которая наросла за 2 недели, всю опрыскивайте для того, чтобы дальше продолжался процесс, вот этот важный процесс роста растений, формирования плодов, все процессы, которые происходят в каждой клеточке. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы ответили на ваш вопрос по теме, зачем этот кальций и почему его мало в комплексном удобрении. И мы прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. Пока-пока.